Представьте себе, депрессия в области больших поясничных мышц приводит к депрессии в области кишечника. А если мы находимся в состоянии постоянной депрессии со стороны восходящего отдела толстого кишечника, то печень наша начинает вести себя неправильно. Молочная кислота не утилизируется, увеличивается количество балластных или шлаковых продуктов, резко уменьшается количество коллагена, резко уменьшается выработка эластина. И то, что у нас медленно, но верно идет угнетение не только межпозвонковых суставов, но и межпозвонковых дисков, конечно, в первую очередь мы обязаны нашему, уже пробившим всем голову, так называемому неправильному образу жизни. Чаще вставайте, чаще приседайте, чаще наклоняйтесь и не слушайте идиотских советов, которые вам советуют. Если вам надо что-то поднять, не надо нагибаться. Нагибайтесь. Но нагибайтесь, тренируясь, или тренируйтесь нагибаться. Каждый день делайте минимум 150-200 наклонов. Потому что, как говорили мои великие тибетские учителя, состояние молодости человека определяется состоянием его печени. А состояние печени определяется пластичностью. И поэтому, чем мы чаще нагибаемся, тем мы дольше живем. Чем мы чаще приседаем, тем мы лучше выглядим. Почему? Потому что как раз таки вот эти наши мышцы, которые выполняют функцию рессор, они воздействуют не только на качество движения крови, но и на качество связочного аппарата, именно сосудов. Кто-то из вас задумывается о том, что наше сердце, наш желудок, наша печень, наши желчные пузыри, почки имеют огромное количество связок, которые мы практически с вами не тренируем. Поэтому чем мы больше двигаемся, даже в состоянии статическом. А что такое статическое? Это наша с Татьяной Владимировной Картавенко, профессором, моей коллегой, моей женой, замечательной женщиной. Это наша авторская бескислородная гимнастика, которая позволяет нам двигаться, не двигаясь. Вот казалось бы, звучит как некая загадка. А на самом деле задержите дыхание, глубоко вдохните, еще раз задержите дыхание и выдохните. И вы почувствуете, как вы снимаете внутренние спазмы, как у вас улучшается качество работы ваших мышц и ваших связок. А потом, конечно, если у вас есть возможность и желание, это спортзал, это беговая дорожка, это минимальное количество каких-то двигательных упражнений. Опасность больших животов заключается даже не в том, что эстетически это не очень хорошо выглядит, а дело в том, что наличие талии свыше 110 сантиметров, не пытайтесь себя уравнять с псевдоамериканскими и европейскими стандартами. Когда мужчинам рекомендуют иметь талию 92-94 сантиметра, ну давайте, дамы и господа, включать голову. Понимаете? Не может быть такого. У нас есть нормостеники, у нас есть гиперстеники, у нас есть гипостеники. У нас есть, по крайней мере, 3 вида конституционального уложения. У нас есть конституция Будды, у нас есть конституция Иисуса Христа, у нас есть конституция Геракла. Сама модель золотого сечения, она и говорит о том, что у нас должно быть хотя бы подобие талии. У нас должно быть хотя бы подобие поясницы. Пояса, того, что нас сдерживает. Потому что большой живот мешает работе больших поясничных мышц. А нарушение в области больших поясничных мышц приводит к депрессии кишечника. А депрессия кишечника – это депрессия мозга. А депрессия мозга – это Альцгеймер, это Паркинсон, это раннее увядание и раннее старение. Будьте бдительны, берегите себя и свою поясницу. С вами был академик Картавенко. Приглашаем вас, дамы и господа, на прямой эфир, который мы проведем в ближайшее время. И он будет посвящен вопросам оказания скорой, неотложной, самой взаимопомощи при проблемах в области поясницы и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Как говорится, добро пожаловать!